Всем привет! С вами «Ну как-то так» канал и я, Александр Морозов. А мы с вами находимся в древнем русском городе Старая Русса. Честно говоря, друзья, пока я собирался снимать этот материал, меня уже успели опередить пару телевизионных каналов, включая всем известного Дмитрия Крылова и его непутевые заметки. Посмотрев внимательно их видеообзоры, я все-таки понял, что осталось все же что-то и для меня. Конечно, рассказывая о Старой Руси, мне теперь кое в чем, хочешь не хочешь, но придется повториться. Но в первую очередь, мне до вас хочется донести то, что место, на котором сейчас стоит красавица Старая Русса, уходит своими корнями в древность. В Великом Новгороде была найдена берестяная грамота, которая подтверждает существование Руссы еще в середине XI века. А артефакты, найденные на раскопах в самой Старой Руссе, датируются XII. Согласно же летописям, Старая Русса возникла не позднее X века. Сами рушане, именно так называются жители этого прекрасного города, отметили тысячелетие в 2015 году. Руссу возвели в месте слияния двух рек – Полисья и Парусья. Но если вы, рушанина, спросите, сколько рек протекает через его город, он к Полисье и Парусье добавит еще Малашку и Перерытицу. И хочу вам сказать, что это не обман, а в чем дело, я расскажу вам чуть позже. В конце XII века будущий новгородский владыка Мартирий основывает в Руси Спасо-Преображенский монастырь. И после этого, несмотря на смутные времена и шведскую интервенцию, количество обителей на этой земле только росло. К концу XIX века в Старой Руси насчитывалось 19 церквей, а в уезде было их порядка 68. И это несмотря на то, что шведы в свое время практически стерли с лица земли этот город. Каждый раз, подобно Фениксу, город возрождался из пепла. Чем же так крепко удерживала рушан эта земля? На мой взгляд, это, конечно, в первую очередь очень удачное географическое расположение местности. С трех сторон света подступы к городу прикрывали естественные природные преграды. На севере расположилось озеро Ильмень, а с запада и востока две реки – Шелонь и Ловоть, через которые надо было еще суметь перебраться. С другой стороны, по тем временам это были великолепные средства коммуникации, в том числе торговли. А ведь на другом берегу озера Ильмень стоит Великий Новгород. Второе, а возможно и главное, это наличие в этих землях высоко насыщенных минеральных вод. Это сейчас мы знаем, что такое минералка. А тогда это был источник соли. И мне думается, что в те времена рушане жили очень зажиточно и даже, возможно, богато благодаря солеварению. Несмотря на то, что процесс был длительным и довольно сложным. Давайте послушаем, что нам об этом расскажет сотрудник Старорусского музея «Усадьба Рушанина» Валерий Кучин. Ну вот перед вами солеварня. Построено все по старинной технологии, как у наших предков. Видите, в центре очаг сложен с открытым сводом. Вот этот противень называется црен. В него заливается минеральная вода и выпаривается. Но сначала надо было избавиться от примесей, потому что в старорусской воде много примесей, около 40 микроэлементов. И избавлялись от этого как? Наливали воду, нагревали примерно до 60-70 градусов, потом переливали в специальные бочки, она там отстаивалась, и затем уже варились, чтобы чистая соль была. Процесс был очень долгий. Вот этот противень, црен, это самая дорогая часть утвари была. И чтобы он не прогорел, не дай бог, все варилось это на медленном огне. Вот, постоянно помешивался этот рассол. И считалось, чем крепче замес этот сделан, тем короче была варя. Дров надо было неимоверное количество. Вот представляете, чтобы 3 килограмма выпарить соли, надо примерно кубометр дров спалить. И к 18 столетию все это южное Приельменье сгорело в печах солеварен просто как топливо. Ну, леса я имею в виду. И к 18 веку научились сгущать рассол. Вот. Академик Иоганн Лемон это придумал, градирни. Было построено 19 градир, общая длина которых составляла около 8 верст. Технология была на удивление проста. В верхнюю часть подавалась минеральная вода,
Медленно стекая по плотно сложенным веткам, вода испарялась. На ветках оседали некоторые примеси, например, гипс. Кстати, именно от этого веточки выглядят такими белесыми. На выходе из градирни готовый насыщенный рассол поступал в варочный цех. Думаю, вы понимаете, что на выпаривание рассола, а не воды, времени и затрат требуется в несколько раз меньше. В музее представлена уменьшенная функциональная версия градиры, где все это можно увидеть наглядно и в действии. Вот таким образом, благодаря академику Лемону и по велению императрицы Екатерины Великой, Старорусский солеваренный завод стал в авангарде солеварения на Руси и был единственным имеющим градирни. А с именем Екатерины Великой рушане связывают одну городскую легенду. Мост, который соединяет два берега Полисти практически в центре города, называется Живым. Причем это название совершенно официально. Так вот, легенда гласит, что императрице, приехавшей в Старую Руссу, для инспекции солеваренного промысла необходимо было перебраться на другой берег. Помогли ей это сделать крестьяне, подставившие спины под колеса ее кареты. После чего на этом месте был построен деревянный мост. Верится в это, конечно, с трудом. Но есть более реалистичная версия, и уже из более надежных источников. Мост действительно был деревянным, а вот опорами моста служили лодки. Такой некий прообраз современных понтонных мостов. А обуславливалось это большими сезонными перепадами уровня воды, чем сильно грешат местные воды. В противном случае капитального деревянного трудягу приходилось бы каждую весну выстраивать заново. А уж приезжала императрица или нет, мы этого, к сожалению, уже не узнаем никогда. Сейчас мост, конечно, из металла и бетона, а вот покрытие у него до сих пор деревянное. Раз уж заговорили мы с вами о мостах и реках, давайте вспомним о сказанных ранее речках Перерытицы и Малашки. Действительно, Русь возводилась на слиянии двух рек. Но Парусья вместе слияния с Полистью делала такой крутой изящный изгиб, что просто напрашивалось на реконструкцию русла у сплавщиков леса. Сейчас уже неизвестно, кто махнул шашкой по этому поводу, но русло реки изменили, сделав его широким и прямым. Так и появилась Перерытица. А вот отсеченный красивый разворот обмелел и начал заболачиваться, приобретя свое новое имя – Малашка. Рассматривая старые фотографии и зная план современного города, очень хорошо видно, что, где и как было сделано. Кстати, старый каменный мост через бывшую Парусью недавно был найден при реконструкции городской площади, практически в целости и сохранности. Что же касается реконструкции площади, то надо сказать, что власти города расстарались. Огромное пространство, которое раньше вызывало только уныние, стало полностью пешеходной зоной и радует глаз. Теперь площадь стала своеобразным местом отдыха. Тут просто приятно находиться. На площади есть одна достопримечательность, которая присутствует практически на всех туристических фотографиях и открытках города. Это старая водонапорная башня, которая стала своеобразным символом города. Построена башня в 1908 году, то есть в самом начале 20 века. В данный момент башня закрыта лесами, ведется реставрация. Может быть, мои сведения не очень точны, но, насколько я знаю, решено восстановить и верхний отсутствующий ныне этаж башни. Вы его можете видеть на старых фотографиях. А вот от трамвайчиков, ходивших некогда по Старой Руси, не осталось уже и следа. В общем, нужно сказать, что площадь и основные пешеходные зоны в Старой Руси сейчас выглядят должным образом. Эх, дороги бы еще кто починил. Но мы с вами немножко отвлеклись, а я хочу вернуться назад к истории города. Сейчас мы с вами на берегу Перерытицы, на набережной имени Федора Михайловича Достоевского. И это неспроста. В свое время здесь жил, отдыхал, а заодно и работал великий русский писатель. Именно в этом городе из-под пера Федора Михайловича вышел его последний роман «Братья Карамазовы». Дом, в котором останавливался Федор Михайлович, сейчас является его музеем. Пройдя 500 метров по набережной, вы попадете в музей романа «Братья Карамазовы». Сама Старая Русса и ее жители стали прототипами героев романа Достоевского. Например, сохранился дом,
где жила Агриппина Меньшова, прототип Грушеньки Светловой в романе. Есть и дом, который послужил Федору Михайловичу прообразом дома, в котором жила героиня романа Катерина Ивановна Верховцева. В общем, тем, кто увлекается историей и литературой, а может быть литературой и историей, посетить эти места будет довольно интересно. Ну а я, в свою очередь, не могу не рассказать вам, чем я занимаюсь в свободное время, когда приезжаю в этот замечательный город. Я отношусь к тем индивидуумам, которые частенько не против заняться рыбной ловлей. Несмотря на то, что основным водоемом этих мест является озеро Ильмень, основная любительская рыбалка происходит все же на реках. А рек здесь много. Порядка 50, и все они впадают в озеро Ильмень, а вот вытекает только одна – Волхов. Будучи в Руси, рыбачить можно везде. Рыбаки сидят и на Парусье, и на Полисте. Я же, имея под задницей автомобиль, люблю выезжать из Руссы. Еду 20 километров на север, к берегу Ильмени в устье реки Ловоть. Еду в деревню Взват. Надо сказать, что Взват имеет не менее глубокую историю, чем сама Старая Русса, и упоминается в летописях со средневековых времен. Причем в XII-XIII веках Взват был местом княжеской охоты и рыбалки. Фигурирует в договорах Новгорода с князьями Владимира и Твери, а в 15 веке Взват неоднократно упоминался в договорах с князьями московскими. Промысел тут ведется и по сей день. Ну, ребят, вот такие щучки в Старой Руси на колебушечку. Так что котлеток поедим однозначно. Сейчас бы еще парочку таких поймать. Просто котлет можно наделать целую кучу. Вот такая она, старорусская сторона, с историей в 1000 лет, бывавшая под шведом и немцем, почти сгинувшая сложные 90-е, но каждый раз возрождающаяся, как и ныне, сохранившая нашу с вами историю, красивая и самобытная, древняя, но живая. Вряд ли в какие времена эти земли можно было назвать сельским захолустьем. И в наши времена в Руси заново набирают силу несколько крупных промышленных предприятий, включая лидера сервисного обслуживания транспортных самолетов военной и гражданской авиации России, 123-й авиаремонтный завод. Ну и, конечно, не надо забывать, что город Старая Русса является курортом, самым старым курортом Центральной России. С согласия императора Николая I в 1828 году началось его строительство. И помнит курорт известных российских деятелей искусства, дворян и представителей царской фамилии. Я специально не стал делать упор на этот факт, что Русса является городом-курортом. Об этом и без меня достаточно материала в медиапространстве. И кому интересно, смогут найти необходимые ссылки под видео. Единственное, что у меня вызывало некое недоумение в этих материалах, так это то, что все пытаются проехать из Москвы в Старую Руссу через Великий Новгород. Извините, но это как в Пензу через Мурманск. Конечно, если нет цели в дороге погулять по Новгороду. Но, на мой взгляд, проще уже из Руссы выбраться в Новгород и посвятить ему полноценный день, а может и не один. Там всего 90 километров. Из Москвы в Старую Руссу есть масса путей и дорог. Основной путь – это поворот с трассы М10 через Зайцево на Подлитовье. Дорогу там наконец-то привели в полный порядок, даже как-то непривычно. Через Яжелбицы и Демьянск дольше, да и дорога похуже. Но если вы никуда не торопитесь и жаждете экскурсий, да еще и не пугают вас наши дороги, то можно ехать вообще по М9. Заехать в Ржев, поверьте, там есть что посмотреть. Следом погулять по красивейшим местам и берегам незабываемого озера Селигер в Осташкове. И опять же через Демьянск. В Осташков, кстати, можно попасть и с М10, уйдя с трассы на Торжок. Я опробовал все эти пути, каждый по-своему интересен. Экспериментируйте. Буду рад, если смог в вас пробудить хоть какой-то интерес к старинному краю и древнему городу Старая Русса, где вам всегда будут рады, а встретят хлебом и солью. Ну а я, пожалуй, буду заканчивать. Все возможные ссылки под видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и дизлайки. Задавайте вопросы и пишите комментарии. На этом все. Пока.